Добро пожаловать на канал Алекс General и мир Generals Zeraor. Карта Tiny Tactics. Слева Маракар, генерал Грейнджер, авиация США. Справа СПЛ, генерал Квай, танковая армия Китая. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Ну что ж, второй раунд турнира Scorched Earth или Выжженная Земля. Счет 4-3, Маракар ведет, СПЛ пытается догнать соперника. До 6 побед, и тот, кто первый возьмет 6 очков, тот и выйдет в полуфинал турнира. Ну что ж, начали. Карта новая, ребята, поэтому давайте мы по ней пробежимся. Сверху есть коробочки, нефтепереработка, снизу есть ресурсный док. Здесь такая текстурка типа аэродрома, тут есть и молекулярка, но до нее бойцам, естественно, не добраться, это так просто текстурка. Для красоты есть вышки снизу, также есть коробочки, есть еще 1-2 вышки, естественно, это для Маракара по арт-платформе у каждого из бойцов. Сверху тут такие 2 ресурсных дока, 2 платформы, тут они еще и заминированы. И, естественно, в центре также есть коробочку. Сверху также есть ресурсная платформа, тоже можно добывать. Ну что же, Эйр уже готовит хаммеры. Дозер поехал вперед разминировать уже здесь мины, которые рядом находятся с этими 2 платформами. И ставится достаточно быстрый стратег-центр. 2 саплая вовсю качает. Военный завод, естественно, производит юниты. С казармы также выходят пехотинцы. И хаммер с медичкой уже поехали вперед от Маракара. Хаммер полный, медичка, естественно, будет лечить этот самый хаммер. Поехали гатлы, уже много, 4 штуки, кстати говоря. И СПЛ уже своих гатлинг-то теряет. Пробили тут по дрону. Дрон, я так полагаю, да, Маракар все-таки потеряет. Можно попробовать проехать дальше, но не загнать бы свой хаммер в ловушку с 3 сторон. Могут здесь гатлинги-то надавать по зубам этому самому хаммеру. Но Маракар отлично контролирует. Еще один гатлинг, СПЛ теряет. Что же касаемо СПЛ, 2 саплая, 2 военных завода и достаточно быстрая пропаганда. Есть уже Search and Destroy стратегия. Еще 2 хаммера добавляются, и Маракар потихоньку своего соперника-то поджимает, прогоняет на базу. Есть пост, выходит ЕЦМ танк. Быстро, все очень быстро происходит на самом деле. И хаммер вместе с медичкой заходит под военный завод. Ну, есть армия, можно, в принципе-то, противостоять. А тут, тем временем, Гатлинг пытается зайти, позбрить чинуки Маракару. Ну, а Маракар под казарму заехал, но казарму не трогает. Я так полагаю, что будет сейчас пробиваться полтраки. Но и этого не делает Маракар. Он едет дальше, возможно, ищет пропаганду. Сполтрак немножко здесь пробил. Ну, а Гатлинг работает по чинуку. Но есть хаммер, есть ракетчики. Маракар прикрывает свою базу. Тем временем Дозер выехал, слушайте, поставил казарму. Дозер СПЛ-то потерял. А где же второй? А второй Дозер под пропагандой. Пропаганду было бы неплохо на самом деле заминировать. И вылавливается хаммер с помощью ЕЦМ танка. Медичка, по всей видимости, уйдет, а хаммер сливается. Отбился СПЛ. Хаммер от Маракара снизу пошел вперед. Пробивает ракетчиков. Ракетчики минус. Еще один хаммер возвращается обратно на базу. Ставится Firebase, и можно, в принципе, давать 3-й ресурсный центр. Медичка возвращается обратно на базу. Хаммер остановился, но Маракар вроде как и успевает его контролировать, уходит, но загоняет себя в ловушку. Здесь все-таки СПЛ, думаю, этот хаммер уничтожит. Да, хаммер минус. Есть, кстати, Лотос, и Лотос будет захватывать первую вышку. Первая вышка сейчас будет в обойме у СПЛ. Дополнительный приток экономики в виде нефти. Ставится командный центр. Еще один хаммер. Также здесь наспамил Маракар. Есть пехотинцы в виде 2 ракетчиков. Можно также посадить и ехать вперед, сражаться. 4 хаммера плюс медичка поехали снизу. Есть вышка у СПЛ в обойме, напоминаю, и захватывается еще одна. Также гатлинги плюс пост и ЕЦМ танк через центр. Здесь тем временем СПЛ встречает Маракара, но теряет 1 гатлинг. Лотос надо бы увести, но нет, кстати, разведывательных дронов. Очень жаль на самом деле. Пробивается ЕЦМ-ка. ЕЦМ-ка, возможно, даже будет потеряна. Лотос морозить пытается 1 хаммер, но Лотос минус. ЕЦМ-ка, 2 гатлинга уходят, и пробивается вышка. Вышка минус. Ракетчик минусуется. Подходит достаточно близко Маракар. Начинает настреливать, но СПЛ тем временем не стоит. Заходит к Маракару на базу. Пробиваются чинуки, пробивается хаммер, ракетчики минус Дозер и блокировка базы. Выходит хаммер. Кстати, есть ракеты Тоу уже у Маракара. Маракар тем временем на базе у СПЛ здесь бодается. Также СПЛ несет потери.
Пехотинцы минус, казарма блокируется, также блокируется военный завод, и ковровка залетает прямо на пачку СПЛ, но не так хорошо попала, как хотелось бы, еще и потеря собственного стратег-центра. Но остается 2 гатлинга и ЦМ-ка здесь, и по-прежнему будут мешать спамить. 3 хаммера и медичка на базе у СПЛ пробивает военник. Есть, в принципе, юниты, нужно пробовать дальше продолжать сражаться. Пробивается саплай, неужели СПЛ и его-то не спасет? Но Маракар, похоже, уходит, но все-таки забирает с собой ресурсный центр СПЛ. Посадил ракетчиков, кстати говоря, в домике снизу. И есть здесь рейнджеры, которые с изученным захватом. Можно пробовать захватывать вышки. Полетел Спектр Ганшип. Спектр Ганшип. Летит здесь, кстати, последний дозер. Пробивается саплай, причем бьет-то между военным заводом и ресурсным центром. И неужели потеря 2 зданий, но успевает СПЛ спасти постройки на своей базе. И они продолжают жить. И, соответственно, с военного завода будет продолжать СПЛ выводить юниты. А с саплая будет по-прежнему добыча производиться. Надо бы саплай восстановить. У СПЛ есть флуат. И, кстати, хаммеры-то возвращаются. 3 хаммера нагруженные, плюс тоу, плюс медичка, и закрывается ИЦМ-танк, пробивается гатлинг, и остается только 1 двухлучковый. Можно попробовать забрать медичку, и может быть даже СПЛ-то это удастся, да. Армия СПЛ на базе Маракара закрывается, но СПЛ забирает хотя бы с собой медичку Маракара. И через центр пошла армия. Висит дрон. Видит Маракар, где находится пропаганда СПЛ. Есть командник, открыта миникарта. Хаммеры уходят направо, сюда вниз, я бы сказал, ставится 3-й ресурсный центр. Чинуки отвел Маракар. И вновь, можно сказать, беспрепятственно, абсолютно, СПЛ заходит к Маракару на базу. Здесь нет вообще никакой защиты. И вновь блокировка базы. Пробивается казарма. Маракар перестраивает свой ресурсный, будет добывать эти коробки. Есть 2 вышки, кстати говоря. И хаммеры идут снизу опять под саплай СПЛ. Но тут гатлинги. Гатлинги плюс есть 3 ЦМ танка. Минус казарма Маракару, пробивается военный завод. Саплай в блоке. Пока нечем ответить, я так полагаю. Но все юниты сейчас внизу здесь находятся. Пошли на центр. Наспамил здесь щенуков Маракар и ставит, кстати, себе стратегический центр. Здесь под бункером вопрос, сколько там пехотинцев. 2 ракетчика там явно есть. Минус военный завод. Рейнджеры также закрываются. База громится. Правда, здесь всего лишь одни гатлинги. Тот же командник будут они выбивать очень долго, но можно бить ресурсный. Хаммер возвращается, будет пытаться здесь Маракар отбиться и ставится фаербейс. Еще армия готовится от СПЛ. Да, такими темпами, мне кажется, Маракара просто сейчас выбьют. Очень много юнитов у СПЛ. Ну, очень много, я бы даже сказал. Жалко, что ему уничтожили 2 вышки, которые он ранее с помощью лотоса схватил. Морозится дозер. И дозер, по всей видимости, будет минусован. Тот самый, который попытался построить Firebase. По-прежнему база блокирована, но Маракар хотя бы добывает снизу. Хаммеры пошли вперед и под пропаганду. Тут мины, но есть разведывательные дроны, все видно, соответственно. Но есть и армия у СПЛ, которая будет, в принципе, эти хаммеры-то пытаться принять. И получается их, ну, только отогнать, к сожалению. Уничтожить ничего не получилось. Саплтрак даже поехал вперед. Есть вот еще ресурсный центр. Можно здесь его поставить, продолжать добывать. И летит Спектр Ганшип. Будет уничтожать пропаганду, по всей видимости, сейчас Маракар. И даже этого добьется. Она каленая, тем более. Тем временем поехали гатлинги сюда под вышки. Будут вышки убивать. И ковровка летит! И минус все юниты СПЛ. Да, тяжело. Очень тяжело. Вся армия, можно сказать, легла. Но есть еще одна, которая сверху сейчас идет на базу к Маракару. Тем временем изменяется стратегия у Маракара на держать строй. Он как будто бы знает, что арт-удар сейчас летит на этот самый стратег-центр. Казарму явно потеряет сейчас Маракар, а вот стратегический центр-то выживает. Правда, уничтожается дозер, им бы было бы неплохо починить этот стратег-центр. Меняется стратегия явно опять на Search and Destroy. Хаммеры переключились, можно сказать, и отъезжают. Заходят юниты. Стратег-центр будет уничтожаться. Я думаю, что здесь Маракар справится. Уничтожает юниты СПЛ. Плюс тут еще и бункер помогает. А СПЛ вновь заходит на базу. И вновь одни гатлинги, 2 ИЦМ танка. И база гола. Ну хотя бы есть военный завод. Ставится. Ух ты! Одиночная 10!
И минус вся армия, один гатлинг только остается, ставится в Firebase. Но еще гатлинги и ЦМ-ка тут есть. Уничтожается дозер, выходит хаммер, но армия большая. Хаммер минус. Ну а тем временем, слушайте, громит. Громит тем временем Маракар СПЛ базу, минус военный завод, минус сапплай, но он уже ничего не добывал, можно было бы вообще его продать. Еще один военный завод уничтожается. Ну и осталось буквально 3 здания на базе. Не знаю, может быть, СПЛ уже есть смысл просто распродаваться и где-нибудь командник ставить вообще, или сапплай также на этих коробках поставить. Блокировка базы по-прежнему. У Маракара, да, ему и дозеры уничтожают, ему и военный завод блокируют, и теперь его вообще просто разбивают. У него вот один хаммер тут только стоит возле сапплая. Здесь добыча-то есть, плюс есть 2 вышки, но нет дозеров, нечем построить. Тот же военник распродается. Дозер вывести не получается, потому что командник-то блокирован. Рейнджеры идут вперед, но, кстати, тут есть же саппортраки, и да, слушайте, СПЛ мониторит этот момент и просто будет пытаться этих рейнджеров давить. Хаммеры идут за последним дозером. На базе осталось 2 здания в виде сапплая и казармы. Работает хаммер, пробивается саппортраки. Ставит СПЛ командный центр. У Маракара 2 сапплая, есть электростанция, есть командник. Это все, что есть у него на базе. Есть сапплай, военного завода, казармы нет. Вот все юниты, по сути, сейчас у Маракара. Есть еще один хаммер, он идет бить казарму и сапплай, а тем временем СПЛ ставит командник. Я думаю, что будет через тот же арт-удар пробовать как-то все помогать, закрывать, что ли. Тот же самый командный центр. Кстати, выводит Маракар дозер. И хаммеры, кстати, подходят и сразу же его защищают. Еще один дозер. И у Маракара, между прочим, очень большой флот сейчас. 10-260 ставится арт-платформа и летит Спектр Ганшип. Последний дозер СПЛа погибает. Каркас командного центра тоже будет закрыт, я так полагаю. Дозер пытается минусовать СПЛ, и получается. Минус арт-платформа, точнее ее каркас, минус дозер. А здесь тем временем работал хаммер, но казарму до конца так и не закрыл, и СПЛ сдается. Маракар побеждает. Счет становится 5-3 в пользу Маракара, но чем все-таки закончилась эта игра, я, пожалуй, не буду говорить. Я лучше предложу вам посмотреть эту игру. У Маракара есть трансляция от первого лица, либо просто скачайте реплеи на сайте Game Replays в теме Scorched Earth турнира. И посмотрите, это действительно очень интересная игра. Вы останетесь довольны. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте написать комментарий, поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Генерал Алекс, и помните, что всегда из любой ситуации есть выход.